В этом видео поделюсь, как я шила вот такую небольшую сумочку. Привет! Меня зовут Лилия, и вы на канале Lily DIY Art Story. В ее основе будет хлопковый шнур толщиной 5 мм. У меня шнуры двух видов. Этот светлый салатовый с сердечником, и он немного мягче, чем другой, который цвета хаки. Но он тоже с сердечником, только этот сердечник не растягивается, поэтому шнур очень хорошо держит форму, лучше, чем салатовый. Поэтому шнуры я буду комбинировать. Ссылки, где покупала такие шнуры, оставлю в описании к этому видео. Для удобства работы шнуры смотала в клубки. Для шитья можно использовать специальные иглы для джинсы. Я выбираю номер 100. Или можно брать обычные универсальные иглы номера 100 или 110. Шнур начинаю плотно сматывать в небольшую улитку. Чтобы кончик не бахромился, его можно слегка смазать клеем ПВА. И по улитке через центр начинаю прокладывать прямые строчки. Строчки должны пересекаться в центре. На схеме я показала красной линией, как примерно должно получаться. Строчку останавливаю в том месте, где шнур начинает свободно отходить. И перестраиваю строчку на зигзагообразную. Шаг 2,5, ширина 5. Шнур прижимаю и начинаю его пристрачивать. Центр лапки при этом располагается между соседними витками шнура, а строчка зигзаг должна захватывать оба ряда. Чтобы получался плоский и ровный круг, шнур нельзя натягивать. Так строчу до тех пор, пока не получится кружок диаметром 8,5 см. Теперь меняю нитки в цвет светлого шнура. Чтобы концы шнуров не бахромились и аккуратно смотрелись в работе, их все смазываю клеем ПВА. Стыкую концы шнуров и дальше продолжаю строчку зигзаг. Когда круг достигнет размера 18 см, шнур обрезаю и делаю это напротив предыдущего стыка шнуров. И дальше продолжаю строчить уже с темным шнуром. Платформа моей швейной машины небольшая, поэтому подкладываю слева стопку книг. Для бытовых швейных машин есть специальные приставные столики, но моя машина уже очень старенькая, поэтому я не могу найти к ней такой столик. И тогда меня выручает стопка книг. Зачем это нужно? Если большой круг начинает свешиваться с платформы, то есть вероятность, что он будет выгибаться, а я хочу получить ровный плоский круг. Шью до тех пор, пока диаметр круга не станет примерно 25 см. У меня он получился 25,5 см. И сшиваю еще один точно такой же кружок. Это будут стенки сумочки. Теперь из темного шнура буду шить боковину сумки. Отмеряю 53 см и складываю шнур пополам.
И строчку зигзаг начинаю именно из места сгиба шнура. Здесь я перескочила на другой кадр, но думаю, и так понятно, что я опять двигаюсь по спирали, только в этом случае она вытянутая. В итоге получается не круг, а полоса со скругленными краями. В полосе всего 11 рядов шнура, и размер получился 6 на 57 сантиметров. Нахожу середины на деталях и стачиваю их строчкой зигзаг. Детали накладываю одна на другую, а края уравниваю. Стачиваю в два приема. От середины сначала в одну сторону, а потом от середины в другую. Концы строчек заканчиваю широкими закрепками. Детали под получившейся строчкой легко расправляются, и плоского стыка уже не видно. Обратите внимание, что на этой круглой стенке стыки шнура располагаются внизу. Вторую стенку я соединю так, чтобы стыки шнура были сверху. Здесь я решила, что буду стачивать детали уже одной строчкой. И получилось вот так. Теперь буду шить застежку-клапан. Отмеряю 28 сантиметров светлого шнура и стачиваю из него полоску. В полоске получилось 14 рядов. Ее размер 7 на 32 сантиметра. Я до этого не показывала, но все детали я приутюживаю. Для сумки подобрала фурнитуру цвета медь. Эта застежка в виде колец называется тогл. Еще мне будут нужны 2 полукольца, 2 карабина, декоративный элемент в виде надписи. Но можно взять абсолютно любой подходящий. И вот такие винты, иногда их называют ременными. Каждый состоит из 2 частей, которые соединяются между собой резьбовым соединением, то есть просто скручиваются. Это очень удобно, и не нужно применять никаких специальных инструментов, разве что кроме отвертки. А также мне нужна полоска кожи, ее ширина 2,5 см. От общей полосы я буду отрезать нужные мне кусочки. Сначала закрепляю нижнюю часть замка, отмеряю кусочек кожи и делаю отверстие.
В отверстие вставляю одну часть винта, примеряю его место крепления, а вторую часть винта завожу изнутри сумки и вкручиваю его с помощью обычной отвертки в верхнюю часть винта. И таким образом закрепила нижнюю часть застежки тогл. Отмеряю, где будет заканчиваться кожаная полоска. Я решила, что это будет на донышке сумки, чтобы перекрыть конец шнура круглой боковины. Отрезаю нужную длину, делаю отверстие и закрепляю еще один винт. Кстати, чтобы крепить части винта на сумке, я с помощью шила просто раздвигаю шнуры и строчку. При этом стараюсь не порвать ни строчку, ни сам шнур. Нижняя часть застежки закреплена. Этим декоративным элементом я прикрываю стык между шнурами. Он металлический, на ножках и легко закрепляется. Я его не покупала специально, а сняла со своей старой сумки. Когда я утилизирую какие-то свои старые, пришедшие в негодность вещи, то хорошую фурнитуру с них снимаю и, как видите, использую в своих работах. Теперь закрепляю клапан. Чтобы прикрыть неровность начала шнура, снова использую кусочек кожи. И опять же, в качестве соединения использую винт. Но только на одном винтике клапан будет вращаться, поэтому ставлю еще один винт в верхней части. Способ все тот же, только без подкладывания кусочка кожи. Вторую часть застежки тогл устанавливаю на клапан, опять же используя винты. И застежка готова. Для того, чтобы можно было на сумку закрепить ручку, устанавливаю на ее боковины полукольца. Саму ручку делаю из светлого шнура. Отмеряю 25 сантиметров и строчу полоску, чтобы в ней получилось 4 ряда. Размер готовой полосы 2 на 26 сантиметров. На краях винтами закрепляю карабины. Всего на сумку у меня ушло примерно 19 метров темного шнура и примерно столько же светлого. И теперь закрепляю ручку на полукольце сумочки. Многим из вас, наверное, захочется добавить в сумку подкладку, сделать длинный ремень или же как-то по-другому оформить дизайн сумочки. Что ж, все можно сделать. Я же оставлю ее в таком виде, как ее представила вам. Единственное, я потом добавила длинную металлическую цепочку, чтобы можно было носить на плече. Это творчество, которое каждый развивает, исходя из своих вкусов и предпочтений. Просто творите с радостью и удовольствием. Буду рада вашим комментариям, и если понравилось, не забудьте отметить лайком. Это очень помогает развиваться этому каналу. Всем огромное спасибо за внимание, и, как всегда, жду вас на своем канале.